В наши дни довольно трудно полностью скрыть данные о себе, ведь достаточно набрать несколько слов в поисковой системе, и секреты раскрываются, а тайны выходят на поверхность. С развитием науки и совершенствованием технологий игра в прятки становится все труднее. Раньше было, конечно, проще. И в истории есть много примеров, когда невозможно было выяснить, что это за человек и откуда. Вот несколько таких загадочных случаев. Каспар Хаузер. 26 мая, Нюрнберг, Германия. 1828 год. Подросток лет 17 бесцельно бродит по улицам, сжимая в руке письмо, адресованное командующему фон Весенигу. В письме говорится, что мальчик был взят на обучение в 1812 году, был обучен чтению и письму, но ему никогда не позволялось сделать хоть шаг за дверь. Также было сказано, что мальчик должен стать кавалеристом, как его отец и командующий может либо принять его, либо повесить. После дотошных расспросов сумели выяснить, что его зовут Каспар Хаузер, и он провел всю свою жизнь в затемненной клетке длиной 2 метра, шириной 1 метр и высотой 1,5 метра, в которой были только охапка соломы и 3 вырезанные из дерева игрушки, 2 лошадки и собачка. В полу камеры была проделана дырка, чтобы он мог справлять нужду. Найденыш почти не говорил, не мог есть ничего, кроме воды и черного хлеба, всех людей называл мальчиками, а всех животных – лошадками. Полиция пыталась выяснить, откуда он пришел и кто тот преступник, что сделал из мальчика дикаря, но это так и не удалось узнать. Следующие несколько лет о нем заботились то одни люди, то другие, взяв к себе в дом и ухаживая за ним. Пока 14 декабря 1833 года Каспар не был найден с ножевым ранением груди. Рядом был найден шелковый кошелек пурпурного цвета, а в нем записка, изготовленная таким образом, что прочесть ее можно было только в зеркальном отражении. Она гласила: Хаузер вам сможет точно описать, как я выгляжу и откуда я взялся. Чтобы не утруждать Хаузера, я хочу сам сказать вам, откуда я появился с баварской границы на реке, я вам даже имя скажу им. Зеленые дети Вулпита. Представьте, что вы живете в 12 веке в маленькой деревушке Вулпит в английском графстве Саффолк. Во время сбора урожая в поле вы находите двух ребятишек, ютящихся в пустой волчьей норе. Дети говорят на непонятном языке, одеты в неописуемую одежду, но самое интересное, их кожа зеленого оттенка. Вы берете их к себе домой, где они отказываются есть что-либо, кроме зеленой фасоли. Через некоторое время эти дети, брат с сестрой, начинают понемногу говорить по-английски, есть не только фасоль, и их кожа постепенно теряет зеленый оттенок. Мальчик заболевает и умирает. Оставшаяся в живых девочка объясняет, что они пришли из земли Святого Мартина, подземного мира сумрака, где они приглядывали за скотом своего отца, а потом услышали шум и оказались в волчьем логове. Жители подземного мира являются зелеными, и там все время темно. Версий было две: или это сказка, или дети сбежали с медных рудников. Человек из Таурида. В 1954 году в Японии, в токийском аэропорту Ханеда Airport, тысячи пассажиров спешили по своим делам. Однако один пассажир, казалось, не принимает в этом участие. По какой-то причине этот внешне абсолютно нормальный мужчина в деловом костюме привлек внимание охраны аэропорта, его остановили и начали задавать вопросы. Мужчина отвечал на французском, но свободно говорил также еще на нескольких языках. В его паспорте стояли печати из множества стран, включая Японию. Но этот человек утверждал, что приехал из страны под названием Таурит, расположенной между Францией и Испанией. Проблема заключалась в том, что ни на одной из предложенных ему карт в этом месте не было никакого Таурида, там находилась Андорра. Этот факт мужчину сильно опечалил. Он сказал, что его страна существовала столетия и что у него даже есть ее штампы в паспорте. Обескураженные сотрудники аэропорта оставили мужчину в гостиничном номере с двумя вооруженными охранниками за дверью, а сами попытались найти больше информации об этом человеке. Они не нашли ничего. Когда же они вернулись за ним в гостиницу, выяснилось, что мужчина исчез без следа. Дверь не открывалась, охранники не слышали никакого шума и движения в номере, а через окно он уйти не мог, слишком высоко. Более того, из помещения службы безопасности аэропорта исчезли все вещи этого пассажира. Человек, попросту говоря, нырнул в пропасть и не вернулся. Леди-бабушка. Убийство в 1963 году Джона Ф. Кеннеди породило множество теорий заговора, и одной из самых мистических деталей этого события является присутствие на фотографиях некой женщины, которую окрестили леди-бабушкой. Эта женщина в пальто и солнечных очках попала на кучу снимков. Более того, на них видно, что у нее была камера и она снимала происходящее. ФБР пыталась ее найти и установить ее личность, но безуспешно. Позже ФБР обратилась к ней с призывом предоставить ее видеопленку в качестве улик, но никто так и не пришел.
Просто подумайте, эта женщина при свете дня на виду у минимум 32 свидетелей, на снимке и видео, которых она попала, была очевидцем убийства и сняла его на видео, и все же ее никто не смог опознать, даже ФБР. Она так и осталась тайной. Купер. Это случилось 24 ноября 1971 года в международном аэропорту Портленда, где на борт самолета, следующего в Сиэтл, сжимая в руках черный портфель, поднялся человек, купивший билет по документам на имя Дэна Купера. После взлета Купер передал стюардессе записку, в которой говорилось, что в портфеле у него бомба и его требования – $200,000 и 4 парашюта. Стюардесса уведомила пилота, а тот связался с властями. После приземления в аэропорту Сиэтла все пассажиры были освобождены, требования Купера были выполнены и совершен обмен, после чего самолет взлетел еще раз. Когда он летел над Рино, штат Невада, сохраняющий невозмутимое спокойствие, Купер приказал всему персоналу на борту оставаться на местах, а сам открыл пассажирскую дверь и выпрыгнул в ночное небо. Несмотря на большое число свидетелей, которые могли бы его опознать, Купера так и не нашли. Была найдена лишь небольшая часть денег в реке в Ванкувере, штат Вашингтон, 21-ликий монстр. В мае 1984 года японская продовольственная корпорация под названием Езаки Глицо столкнулась с проблемой. Ее президент, Кацухиза Езаки, был похищен с целью выкупа прямо из своего дома и какое-то время удерживался на заброшенном складе, но потом ему удалось сбежать. Чуть позже в компанию пришло письмо, в котором утверждалось, что продукция отравлена цианидом калия и будут жертвы, если немедленно не отозвать всю продукцию с продовольственных складов и магазинов. Убытки компании составили $21 миллион, 450 человек потеряли работу. Неизвестные, группа лиц, взявшая себе имя 21-ликий монстр, слали издевательские письма в полицию, которая не могла их найти, и даже давали подсказки. В очередном послании было сказано, что они простили Глицо, и преследование прекратилось. Не удовлетворившись игрой с одной крупной корпорацией, организация «Монстр» положила глаз и на другие Маринага и несколько других продуктовых компаний. Действовали по тому же сценарию, угрожали отравить продукты, но на этот раз требовали деньги. Во время неудавшейся операции по обмену денег сотрудник полиции почти сумел схватить одного из преступников, но все-таки упустил его. Суперинтендант Ямамото, ответственный за расследование этого дела, не смог вынести позора и покончил с собой, совершив самосожжение. Вскоре после этого монстр отправил свои последние сообщения в СМИ, высмеяв смерть офицера полиции и закончив словами «Мы плохие ребята». Это означает, что нам есть еще чем заняться, кроме травли компаний. Быть плохими – весело. Монстр с 21 лицом. И больше о них ничего не было слышно. Человек в железной маске. У человека в железной маске был номер 64 389 000, как следует из тюремных архивов. В 1669 году министр Людовика XIV направил письмо начальнику тюрьмы во французском городе Пеньероль, в котором сообщил о скором прибытии особого узника. Министр приказал построить камеру с несколькими дверями, чтобы предотвратить подслушивание, обеспечивать этому узнику все насущные потребности и, наконец, если заключенный когда-либо заговорит о чем-нибудь, кроме этого, убить его без колебаний. Эта тюрьма была известна тем, что в нее помещали черных овец из благородных семей и правительства. Примечательно, что маска получила особенное отношение, его камера была обставлена хорошей мебелью, в отличие от остальных камер тюрьмы, и у дверей его камеры дежурили два солдата, которым было приказано убить заключенного, если он снимет свою железную маску. Заключение продлилось до самой смерти узника в 1703 году. Та же участь постигла вещи, которыми он пользовался, мебель и одежду уничтожили, стены камеры отскоблили и отмыли, а железную маску переплавили. Многие историки с тех пор ожесточенно спорили по поводу личности заключенного в попытках выяснить, не был ли он родственником Людовика XIV и по каким же причинам ему была уготована такая незавидная участь. Агент 355. Одним из первых шпионов в истории США, причем женщиной-шпионом, была агент 355, работавшая во время американской революции на Джорджа Вашингтона и входящая в шпионскую организацию Цулпер-Ринг. Эта женщина предоставляла жизненно важную информацию о британской армии и ее тактике, включая планы диверсии и засад, и если бы не она, итог войны мог бы быть другим. Предположительно, в 1780 году она была арестована и отправлена на борт тюремного корабля, где родила мальчика, которого назвали Робертом Таунсендом. Чуть позже скончалась. Однако историки с недоверием относятся к этому сюжету, заявляя, что женщин в плавучие тюрьмы не отправляли, к тому же нет никаких свидетельств по поводу рождения ребенка. Неизвестный бунтарь, Танкмен. Этот снимок протестующего лицом к лицу с колонной танков, одна из известнейших антивоенных фотографий, тоже содержит тайну личность этого человека, которого называют Танкмен, так и не была установлена.
Неизвестный бунтарь в течение получаса в одиночку сдерживал колонну танков во время волнений на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Танк не смог объехать протестующего и остановился. Это побудило танкового человека забраться на танк и поговорить с членами экипажа через вентиляционное отверстие. Через некоторое время протестующий спустился с танка и продолжил свою стоячую забастовку, не давая танкам ехать вперед. Ну а потом его унесли люди в синем. Неизвестно, что с ним стало, был ли он убит правительством или вынужден прятаться. Ухмыляющийся человек. Обычно паранормальные события трудно принять всерьез, и почти все явления такого рода разоблачаются почти сразу. Однако этот случай, кажется, иного рода. В 1966 году в Нью-Джерси два мальчика шли ночью по дороге в сторону шлагбаума, и один из них заметил за забором фигуру. Возвышающаяся фигура была одета в зеленый костюм, мерцающий в свете фонаря. У существа был широкий оскал или ухмылка и маленькие колючие глазки, которые неотступно провожали взглядом испуганных мальчишек. Мальчиков потом расспрашивали по отдельности и очень подробно, и их истории совпали в точности. Спустя некоторое время в Западной Вирджинии снова появились сообщения о таком странном ухмыляющемся человеке, причем в большом количестве и от разных людей. С одним из них, Вудроди Рибергером, ухмыляющийся даже побеседовал. Он назвал себя Эндрид Колт и спросил, не было ли в этом районе сообщений о неопознанных летающих объектах. В общем, произвел на Вудро неизгладимое впечатление. Потом эту паранормальную сущность еще встречали то тут, то там, пока он не пропал с концами. Распутин. Пожалуй, ни одна другая историческая фигура не сравнится с Григорием Распутиным по степени таинственности. И хотя мы знаем, кто он и откуда, его личность обросла слухами, легендами и мистикой и до сих пор представляет загадку. Распутин родился в январе 1869 года в крестьянской семье в Сибири, и там же он стал религиозным странником и целителем, утверждая, что некое божество дает ему видение. Целый ряд спорных и причудливых событий привел к тому, что Распутин в качестве целителя оказался в царской семье. Его пригласили лечить страдающего от гемофилии царевича Алексея, в чем он даже несколько преуспел, и в результате приобрел огромную власть и влияние на царскую семью. На Распутина, ассоциировавшегося с коррупцией и злом, было совершено бесчисленное число неудачных покушений. То к нему подослали женщину с ножом под видом нищенки, а она его чуть не выпотрошила, то пригласили в дом к известному политику и попытались там отравить цианидом, подмешанным в напиток. Но и это не сработало. В итоге его просто застрелили. Убийцы завернули тело в простыни и сбросили его в ледяную реку. Позже выяснилось, что Распутин умер от гипотермии, а не от пуль, и даже почти смог выпутаться из своего кокона, но на этот раз удача ему не улыбнулась. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.